В интервью Financial Mirror посол Армении подчеркнул важность сохранения армянского наследия в Нагорном Карабахе и права на возвращение населения. Урегулирование армяно-турецких отношений важно также в контексте урегулирования армяно-азербайджанских отношений, что будет способствовать установлению стабильного мира в регионе. Как сообщает Арминпресс, об этом в интервью кипрскому изданию Financial Mirror сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции, Кипре и Албании Тигран Мкрчан. Представляем ниже примечательные отрывки из интервью. Посол рассказал о рабочих встречах с членами правительства Республики Кипр и главой законодательного органа, а также председателем Постоянного комитета по внешним связям и отношениям с ЕС, руководителями органов местного самоуправления. Он также коснулся встреч в академической сфере, в частности в Университете Кипра и в научно-аналитических центрах. Цель этих встреч – укрепление и расширение армяно-кипрских дружественных отношений. Он отметил, что Кипр является одним из важнейших партнеров Республики Армения в ЕС, отношения с которым можно охарактеризовать как стратегические не только в ЕС, но и в двустороннем формате, где оборонный сектор занимает свое важное место. Отвечая на вопрос о развитиях, после развязанной Азербайджаном 44-дневной войны, посол Мкрчан представил текущую ситуацию, коснулся проблем с двусторонним мирным договором и Алма-Атинской декларации 1991 года, по которой стороны признают территориальную целостность друг друга, основанного на этом документе процесса делимитации и демаркации границы, ликвидации и строительства существующих и новых транспортных и грузовых дорог в соответствии с принципами международного права и внутреннего законодательства государств, где звучащее время от времени из Азербайджана требования о предоставлении коридора с обеспечением безопасности третьими странами неприемлемо. Касательно вопросов об армяно-азербайджанских мирных переговорах, посол Мкрчан также отметил важность сохранения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе, подчеркнул вопрос права возвращения населения, а также коснулся ложного пропагандистского тезиса «Западный Азербайджан». Посол также коснулся удерживаемых в Баку армянских пленных и возбужденных против них сфабрикованных судебных дел. В интервью отмечается, что вышеуказанные проблемы являются основными препятствиями на пути построения мира в армяно-азербайджанских отношениях. Подчеркнув роль международного сообщества как посредника, посол Мкрчан отметил важность двусторонних прямых контактов и переговоров и особо подчеркнул политическую волю стремиться к долгосрочному миру между двумя государствами. Посол Мкрчан также представил отношения Армении и ЕС в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также двусторонние отношения во всех сферах, от демократии до устойчивости, и в этом контексте отметил состоявшиеся в июне и ранее в апреле встречи и их результаты, подчеркнув важность сделанных в заявлениях важных фактов о вкладе Армении в безопасность и стабильность в регионе. В контексте отношений Армении и ЕС посол Мкрчан подчеркнул тот факт, что сближение отношений Армении с ЕС связано не с тем, что Армения предлагает или продает, а с тем, что Армения представляет собой как таковую, то есть является демократическим государством, уважает международное право и права человека, свободу выражения мнений, а также основополагающие принципы международного права. Армения своей системой ценностей является европейским государством, и с точки зрения цивилизации важно также сближение последней в отношениях с ЕС, сказал посол. Отвечая на вопрос журналиста об отношениях Армения-Турция, посол Мкрчан отметил важность двусторонних дипломатических отношений и открытия границ без предварительных условий. Посол подчеркнул важность урегулирования армяно-турецких отношений также в контексте урегулирования армяно-азербайджанских отношений, что будет способствовать установлению стабильного мира в регионе. Подводя итоги беседы, интервьюер подчеркнул важность предоставленной Турции возможность проявить имидж сторонника мира и стабильности в отношениях с Арменией, который, по его словам, в отношениях с Кипром, к сожалению, совершенно иной.
Почему я не первый раз поднимаю тему состояния экологии Южного Кавказа, в частности Азербайджана? Причина одна. В ближайшие десятилетия политика будет впрямую зависеть от состояния экологии стран, от природных ресурсов. И я не про нефть и газ. Я про воду и плодородные земли. Про еду и состояние воздуха. По моим исследованиям, Азербайджан в этих вопросах находится в состоянии деградации. А теперь представьте, что у вашего соседа лопнула труба, подающая питьевую воду, переполнена выгребная яма, высохли все деревья во дворе. При этом ваш сосед ничего предпринимать не собирается. Как много пройдет времени до того момента, когда он в лучшем случае начнет воровать у вас воду, еду, и это помимо всех прелестей вашего нахождения рядом с немытыми и злыми людьми. И то, что я говорю о проблемах Азербайджана, это не от радости, что у соседа корова сдохла, а от того, что он не собирается ее утилизировать, деля все последствия ее разложения с ближайшими соседями. Это от того, что все конфликты будущего будут возникать именно из-за этих причин. А конфликты на почве отсутствия еды и воды пострашнее будут, чем конфликты на почве исторических споров. Приведу несколько фактов. Уровень воды в Каспийском море из года в год снижается. По данным на июнь 2024 года уровень воды в Каспийском море снизился до минимума, наблюдавшегося за последние 140 лет, минус 29 метров по отношению к Мировому океану. В декабре 2023 года танкеры и другие суда с осадкой всего лишь в 5 метров не смогли войти в некоторые порты Азербайджана. Ведь, как известно, тяжелая осадка танкера «Каспиан Макс» составляет 7 метров. Уже к 2050 году уровень воды в Каспийском море снизится еще на 10 метров. С учетом прогноза дальнейшего обмеления Азербайджан, и не только он, конечно, но и Россия, Казахстан, Туркмения, потеряет все свои порты. Перестраивать порты никто не станет в силу несопоставимых расходов и выгоды от этого. Да и обмеление Каспия это не остановит. Вчера вспоминал и про фауну Каспия. Так вот, из-за катастрофического изменения моря только в 2022 году погибло более 10 тысяч каспийских тюленей. А с учетом, что их всего чуть более 50 тысяч, то можно только представить, насколько их хватит. Гибнут животные от метана, который стал усиленно выделяться со дна Каспия из-за частых землетрясений. Что будет с Каспием даже через 20 или 40 лет, неизвестно. Не исключено, что он превратится в пустыню наподобие Арала. Изменение экосистемы – это всегда катастрофа для проживающих на близлежащих территориях. Ну и, конечно, такой пессимистичный прогноз влечет за собой новые риски по выстраиванию тем же Китаем перспективы транскаспийского маршрута с использованием морских путей. Об этом маршруте каспийским мечтателям, скорее всего, можно забыть. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.